Сидели мы на жердочке. И гадали на кофейной гуще. Гадали на кофейной гуще. Что бы нам такое придумать? Чтобы было интересно всем, не только вот классическим саксофонистам, а чтобы вообще зрителям было интересно максимально, тем, кто, как бы скажем, разбирается, да, в классическом саксофоне и вообще отличает классические и джазовые саксофоны, чтобы это как-то было более массово, более понятно. Да, и чтобы немножечко примазаться к хайпу джазового саксофона, вот, за счет как-то, не то чтобы самоутвердиться, но как бы замутили такую тему. Потому что это актуально. Во Франции классика, в Японии классика просто торжествует. Некуда девать саксофонистов, поэтому это актуально. Но у нас не совсем, но судя по сегодняшнему концерту, где было просто аншлаг, мы так не можем сказать. И билеты на джазовый концерт тоже распроданы все за месяц. Площадками фестиваля, как мы уже и говорили, стали областная филармония Свердловская, в которой мы сейчас находимся, в одной из гримерок, да, очень известный и, как мы его называем, профессиональный клуб джаз при музыкальном училище имени Чайковского, который любезно нас принял, дал кабинеты, там были выставки, там было много чего. Хотелось поблагодарить бы отдельно молодежный симфонический оркестр, который сегодня потрясающе играл, большие молодцы, очень красивые, очень такие яркие личности, молодые. И, конечно же, отдельное спасибо замечательному дирижеру, который дирижировал первым нашим концертом Тан Хэ. Батист Хербин. Батист Хербин по-русски. Ну, это просто капец. Это восходящая звезда, которая гастролирует, ездит по всему миру. Это просто... Это супер. Был его концерт в клубе, ну это просто обалдеть, космос. Кто у нас еще? Федерико Мондельчи, ну это просто Италия. Это роскошь, это щедрость. Это человек, который показывает, что музыка, она для людей, для удовольствия. Love is music, music is love. Винсент Давид, но это вообще отдельная история. Винсент Давид, первый победитель. Существует конкурс имени Адольфа Сакса, я даю историческую справку. Давай. И самый первый конкурс, который был достаточно давно, выиграл именно Винсент Давид. Да. И он композитор, аранжировщик, дирижер. Это очень важно. Он дирижируется оркестром саксофонистов. Александр Осейчук. Россия. Профессор. Имя говорит само за себя. Заслуженный артист России, профессор имени Гнесина. Папа, дедушка, дедуля российского отечественного джазового саксофона. Ну, конечно же, нельзя не сказать о местном саксофонисте Игоре Порощуке, который вообще, можно сказать, является звездой всего Урала, является самым главным у нас на Урале. Он воспитал множество уральских саксофонистов, которые сейчас тоже и работают у нас в России. Потрясающий педагог, замечательный человек. И, кстати, он нам очень помог с организацией вот этого первого саксфеста. Скажем так, я венчает. что-то слышал об этом человеке. Игорь Михайлович Бутман. Он достаточно Игорь известный, Михайлович да. Бутман венчает, скажем так, наш фестиваль своей замечательной известностью, своей большой проделанной работой популяризации джаза и духового искусства в целом, потому что он очень много сделал вообще для музыки в целом. Если мы говорим и расцениваем джаз как интеллектуальную музыку, я, например, так считаю, да, то Игорь Михайлович помогает интеллектуально развиваться нашей музыкальной джазовой культуре в России и вообще культуре в целом, потому что джаз – это интеллектуальная музыкальная культура. Ну, о себе не говорят. Тарас Гусаров. Никита Зимин. Екатеринбург Саксфест будет жить, потому что он обречен на это. Есть вещи, которые, когда один раз получаются, а они получились, то, что мы запланировали на этом фестивале, у них уже не то чтобы инерция есть, да, но слишком много работы было проделано и слишком много всего мы в это вложили, что это уже не может остановиться. Миссия, такое слово, мощное. Ну, во-первых, это клево, весело, клево. Много людей. Я познакомился с Мондельчи, это была моя, скажем так, мечта. Я познакомился с Хербином, это тоже была моя мечта. Естественно, я очень давно хотел пообщаться и поговорить, поиграть на одной сцене, например, вот с Винсентом Давидом. Да. Тут, знаете, тут все. Образование, концерты, веселье.
какая-то тусовка саксофона. Миссия, ну что, миссия продвигать, во-первых, саксофон, во-вторых, культуру, получать удовольствие, делиться, радоваться, общаться, знакомиться. Все очень просто, тут каких-то слов особых даже не скажешь. Не будем говорить громких слов. Я просто пожелаю вам всем удачи. Я надеюсь, что в будущем на нашем фестивале будет в 5 раз больше участников, в 5 раз больше мастер-классов, в 5 раз больше площадок. И в 5 раз больше Денег. Это все.